Добрый день, дамы и мужики. Сегодня у нас на обзоре 4 страны. 3 из них Мексика, Аргентина и Панама. И 4-я бонусная страна. Посмотрите это видео до конца. В конце немного скажем про запасной аэродром. Обзор будем вести по некоторым критериям, далее я их озвучу. Это видео для того, чтобы у вас сложилось понимание, какую из латиноамериканских стран вам будет лучше рассмотреть для переезда и для жизни. Ну и давайте погнали по порядку. Первым критерием у нас деньги, денежки, деньжата. Самое главное, да, деньги и налоги. И начнем мы, пожалуй, наверное, с Мексики. Что здесь с деньгами? Во-первых, про налоги быстро расскажу. Налоги здесь до 35%, подоходный налог, но здесь есть лазейка, называется это ресико, и согласно этому налогообложению, режиму налогообложения, вы можете сократить свои налоговые выплаты до 1–2,5% в зависимости от ваших доходов. До 270 тысяч долларов в год, если вы зарабатываете, точнее сказать, ваш оборот составляет, то вы платите мизерный налог. Если вы зарабатываете из-за границы, то тогда у вас вообще налог остается тот же, но у вас нету вообще НДС. 16% здесь НДС. И его у вас не будет, потому что вы получаете доход из-за границы. Соответственно, это, конечно, рай для удаленщиков, потому что если вы зарплату получаете из-за рубежа, вы здесь отчитываетесь с мизерным налогом и не платите ничего больше вообще. Это классно. 1–2%, но это настолько смешно, что не стоит обсуждения. Что касается Аргентины, там налоги как положено, злые, платите вы их со всего мирового дохода. Там тоже есть монотрибусита, но он немножко посложнее, поэтому там надо поизучать, поразбираться, есть свои нюансы. Так, в целом налог там тоже в районе 30%, и вы будете все это, конечно, платить. Что касается Панамы, то есть у вас там налог с мирового дохода 0, вы вообще ничего не платите. То есть налоговый рай для тех, кто зарабатывает из-за границы. Панама, конечно, тут безусловный лидер, потому что фактически у вас нет налогов. Про деньги, да, про заработки. В Мексике вы можете заработать, то есть мы будем рассматривать, конечно же, простых людей, да, скажем так, без знания испанского или с очень-очень плохим испанским, потому что если у вас есть профессия, если у вас есть испанский, то во всех странах вы, конечно же, наверное, заработаете, устроитесь как-то. Но без знания испанского в Аргентине, например, делать нечего. Честно скажем, да, есть какой-то там мизерный шанс, что вы со своими там земляками что-то как-то устроите, но в целом нет. Без знания испанского там делать нечего. В Мексике можно в туристической отрасли что-то заработать. Я думаю, даже неплохо можно заработать, да? Только зная один английский язык. Естественно, везде испанский вам понадобится, и везде его нужно знать, нужно как можно скорее его выучить, это государственные языки. Единственное, что, например, в Панаме есть ряд профессий, на которые экспатам нельзя устраиваться. Например, врачи. Да? Врачами могут быть только местные граждане. Поэтому в этом смысле, да, в Мексике вы можете и врачом работать, кем угодно, в Аргентине то же самое, а в Панаме нет. Вот это вот ключевое различие. Также по поводу денег, что еще можно сказать? Заработать, например, в Аргентине можно, но там из-за инфляции вы постоянно будете недополучать. Да? Вам назначили зарплату в 1 000 000 песо, это, например, $1000 сегодня, через месяц это уже там, $900, а у вас зарплата та же. Да, вам ее проиндексируют там, через 3–4–5 месяцев, но тем не менее, вы сами понимаете, вы постоянно теряете. Валюта нестабильная, валюта постоянно, что-то с ней происходит. Сейчас в последнее время Милей там что-то там сделал, вроде как стабилизировалась инфляция, но это не значит, что она исчезла, она конская. Панама – это долларовая зона, а Мексика, что я могу сказать? Мексиканский песо, вы не поверите, укрепляется к доллару. То есть доллар здесь дешевеет. Это, конечно, временная история, но тем не менее есть такой тренд. В целом мексиканский песо – это самая стабильная валюта в Латинской Америке. Ну и сама Мексика – это крупнейшая экономика Латинской Америки, самая крутая, самая стабильная. Деньги здесь есть.
ВВП здесь около 2 триллионов долларов, ну и так далее. Аргентина в этом смысле, конечно, сильно-сильно проигрывает, потому что много было дефолтов, много долгов перед МВФ постоянно. Ну, то есть в экономическом плане Аргентина, там все плохо. Опять же, сейчас что-то там выравнивается, расходы государственные уменьшены, но тем не менее. Для вас, как для переезжающего человека, это должно иметь значение. Там, где много денег, у вас больше шанса откусить свой кусочек этого пирога. Панама в этом смысле, конечно, крутая. Да, там много денег, этот Панамский канал, который приносит какие-то астрономические суммы. И также Панама – это своеобразный американский Дубай, да? Потому что это хаб, это там перелеты через Панаму производятся, там небоскребы, там вообще вайб такой дубайский. Следующее у нас безопасность. Давайте поговорим про безопасность. Да, я тут накидал он себе, чтобы четче рассказывать. Безопасность. Опять же, начнем с Мексики. Опасная страна. На 4-м месте стоит она в Латинской Америке по опасности. Очень опасная страна, если вы не туда попали, не в тот штат. То есть, так как Мексика – это не одна страна, а 32 разных, 32 штата, да, 31 штат и один федеральный округ. Федеральный округ. Да, Сьюдад-де-Мексико, то есть город Мехико. Сьюдад-де-Мехико. Вот, поэтому, да, есть очень опасные места. И то, знаете, вот тут недавно разговаривал с человеком из Синалоа, это самый опасный штат считается, типа там картель Синалоа одноименный. Но, как он сказал, поменьше смотреть новости. Все там не так, люди живут, все хорошо. Да, есть проблемы, если ты не связываешься с этими бандюгами, если ты не торгуешь запрещенными веществами и не составляешь им конкуренцию, либо не состоишь в их, скажем так, организациях, да, бизнес-сообществах, с позволения сказать, то тебе ничего не угрожает, ты никому не нужен. Да, в целом я сравнение делаю не просто всю Мексику, я беру конкретно штат Кintana-Roo и Юкатан. Юкатан – это вообще самый безопасный штат в Мексике, Кintana-Roo тоже там что-то на 2-3 месте. В общем, очень безопасные места, потому что они связаны с туризмом. Здесь ничего не растет, то, что можно занюхать, поэтому здесь картелям делать нечего. Я добавлю от себя. Государство вело жесткие меры борьбы именно с этими бандитскими группировками. То есть люди ранее могли слышать о каких-то перестрелках, разборках и так далее. Со своей стороны, с женской стороны, я могу абсолютно спокойно передвигаться по городу без оглядки назад, без какой-то опаски. Днем вообще свободно, спокойно. Вечером, да, есть определенные улицы, ну, как бы, днем они тоже выглядят не очень-то симпатично. Ну, соответственно, вечером туда заходить не нужно. Так, по опыту 3-месячного проживания здесь, я себя чувствую абсолютно в безопасности. Ну, да, как говорится, закоулки, как говорится, район чудес, зайдешь за угол, и тебе это самое, такие они везде есть, в каждом городе, поэтому у нас в Плае здесь тоже есть, но вот если честно, это больше походит на городские легенды, потому что и преувеличение, потому что я специально пытался взять, кстати, интервью, но не все тут любят говорить на камеру, поэтому спросил у людей, у таксистов я спрашивал, у людей, которые в магазинах работают, спрашивал, у простых, там, ну, разных. И все сказали, нет, я ничего не слышал, то есть ни со мной, ни с моими знакомыми в Плая-дель-Кармен, конкретно где мы живем в городе, ничего криминального не происходило. То есть ничего не крали, не нападали, ничего. То есть, ну, как бы мы знаем, что типа есть здесь плохие районы, нехорошие улицы, но чтобы мы через одно рукопожатие были знакомы с тем, кто имел какие-то криминальные моменты, такого нет. Что касается дальше там, штата Юкатан, соседнего нашего, да, с городом Мерида, они как раз частично в Мексиканском заливе, частично, по-моему, у нас в Карибском море. Там вообще тишина. Не стоит забывать, что в каждом месте есть всякая бытовуха, там муж с женой что-то там натворил, 2 друга напились, подрались, это все само собой есть, но вот такая организованная преступность, которая там ты в какой-то район зашел, на тебя напали, раздели, разули, там еще что-то тобой сделали, такого нет.
такого здесь нет. А в Аргентине есть. А в Аргентине есть, да. Что касается, смотрите, в чем разница, да? В Мексике закон, он тебя накажет, если ты сделал преступление, тебя посадят, все. В Аргентине, благодаря вот этому чрезмерному лалибертаду и левой, так сказать, повестке, да, будем честны, это вот достаточно левая страна, там, соответственно, ну, смотрите, простой вам пример. Человек нападает с ножом на пару, отбирает у них все, а его вместо чтобы посадить, его, конечно, там схватили, на 2 дня посадили, через 2 дня выпустили, он по телевидению уходил и рассказывал, какой он несчастный, как общество его довело до такого состояния. Ну, слушайте, такого в Мексике или в Панаме нет. В Аргентине все это приобрело какие-то ненормальные уже масштабы. Вот эта вот слабость законов, слабость полиции, которая ничего фактически сделать не может. Даже когда полиция ловит преступников, по закону им фактически ничего не грозит. Поэтому там есть нападения, там есть вот эти вот кражи, разбойные всякие мелкие. Там есть организованная преступность. Вот, когда мы еще в Кордобе были, за месяц до этого 140 человек арестовали в Кордобе как раз-таки какую-то там огромную банду. То есть там картели, может быть, конечно, они не так распиарены, да, но вообще-то давайте не забывать, что Аргентина на данный момент является крупнейшим перевалочным пунктом для всяких там порошочков. Поэтому, ну, извините меня, картели как раз-таки там сейчас. Просто у них нет такого пиара. То есть про них не сняты фильмы, про них не показывают по телевизору, но это все сейчас, то есть рынок трафика котиков, да, он переместился вот через Аргентину и дальше плывет кораблями в разные стороны. Поэтому надо не забывать, что слабость законов в Аргентине присутствует, и она местами может быть даже опаснее, то есть некоторые ее части, чем, скажем так, Мексика. Но стоит всегда помнить, что вы живете не в стране, как я 100 раз уже говорил, а в конкретном городе, даже в конкретном районе. Поэтому, если ваш район безопасен, то все у вас хорошо. Помнишь, случай был в Аргентине, мы поехали в знаменитый Мадеро Танго. Ну да. Забрели не в тот район. Я, честно сказать, я охренела от такого количества нариков, которые долбятся уже на улице, не стесняясь. Мы просто делали пересадку на автобусе вечером, когда уже стемнело, и зашли в супермаркет просто со страха быть раздетыми и разутыми, пока ждали такси. Да, там вот мы, Кристина, спасибо, напомнила, мы там были как-то раз, и человек просто стоит, как бы ложку, понимаете, да, зажигалкой греет, ну, готовится, так сказать, к принятию счастья. Это прямо на улице происходило, поэтому, да, здесь, конечно, такого даже близко нет. В Аргентине чрезмерная свобода привела к анархии. Я это так охарактеризую, как говорится, да простят меня аргентинцы, которые не согласятся, но я это так вижу. То есть слишком много свободы, это очень плохо. Что касается Панамы, ну, что мы можем сказать о Панаме? Дубай. То есть безопасность там на высшем уровне. Но, опять же, есть, говорят, там есть районы не очень безопасные с мелким хулиганством. Вот. Но в целом, конечно, да, безусловно, Панама будет безопаснее всех перечисленных стран. Поэтому с безопасностью, если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, обязательно отвечу. Переходим к следующему. Инфраструктура. Вот тут, конечно, у нас Аргентина выигрывает. В Аргентине, скажем так, лучший общественный транспорт во всей Латинской Америке. Автобусное сообщение там просто пушка. Автобусы по городу ездят, буквально вы видите автобусов больше, чем легковых машин. Наверное, потому что они большие, поэтому, но тем не менее. Между городами сел, доехал куда угодно, быстро, комфортно, удобно. Недорого относительно, хотя, конечно, когда мы уже уезжали, цены что-то как-то подскочили, да, это $1,5 был проезд по городу, и что-то около $30, да, мы доехали 700 километров из Кордобы до Буэнос-Айреса. Что-то около того, 35 тысяч. Но оно менялось время от времени, ну, там же были праздники. Ну, $35, да. В общем, ну, оно того стоит, потому что самому ехать будет еще дольше и дороже. Тут они выигрывают. Дороги хорошие. Вот просто скажу так, хорошие дороги. Да, есть там ямки туда-сюда, но в целом дорожное полотно классное.
Про платные дороги мы не слышали, может быть, они есть, но мы про них не слышали, потому что есть и бесплатные, и качественные, едешь все спокойно. В этом смысле, конечно, Мексика сильно уступает, потому что здесь, во-первых, бесплатные дороги, они убитые, они отвратительного качества. Даже федеральная трасса, она оставляет желать лучшего. Ехать по ней можно, да, каких-то там ям больших нет, но стоит куда-то съехать дальше, то ли из-за жары, то ли из-за разгильдяйства, дороги здесь хотелось бы, чтобы они улучшились. Ну да, чтобы позвоночник не сыпался в трусы, когда ты проезжаешь лежачий полицейский. Абсолютно верно. Подвеска, она выходит из строя просто, то есть все машины гремят, все такси, они гремят. В Панаме все с этим хорошо. Дороги как дороги. Ну, слушайте, страна маленькая, дороги проложить проще, денег больше. Поэтому в этом смысле по качеству дорог выиграет, скорее всего, Панама. По качеству общественного транспорта выиграет Аргентина. По интернету, скорость интернета, слушайте, плюс-минус везде, да, опять же, в Панаме будет лучше, потому что, опять же, маленькая страна. Но так в целом нормально, достаточно. Для работы, если вы айтишник или в этом кино хотите посмотреть, скачать фильмец, я не знаю, полностью хватает. Домашний интернет хороший. Мобильный интернет, как говорится, есть к чему придраться. Не дубайский интернет, конечно, далеко, но плюс-минус. В больших городах, в Кордове, в Буэнос-Айресе есть 5G. Здесь у нас 5G тоже есть, не везде, но есть. Стоимость жизни. Вот тут, знаете, такая скользкая, я бы сказал, тема, потому что у каждого уровень жизни, уровень потребления может быть разный, поэтому тяжело сравнивать. Но объективно самые дорогие продукты питания будут в Панаме. Самая дорогая техника и импортные все товары будут в Аргентине, потому что там 100% пошлина. То есть вы должны понимать, покупаете вы за $1000 iPhone, вы еще 1000 докидываете государству за то, что вы решили его купить. Поэтому там все очень дорого в плане импортных товаров. Зато продукты, в смысле еда, она чуть дешевле. Но тоже, как говорится, не заблуждайтесь. Продукты вторичной переработки будут тоже стоить дорого, потому что нужно купить станки и оборудование для этого. Поэтому в целом, не считая апельсинов, которые по $1 стоят за килограмм, остальные продукты где-то около Испании или Германии. То есть дорого. Однозначно это дороже, чем в России, например, это дороже, чем в Португалии. От продукта к продукту есть какие-то определенные продукты, которые могут быть дешевле, но в целом в среднем по больнице там дорого. Если брать Мексику, здесь импортные товары стоят так же, как и везде, здесь нет никаких ввозных пошлин, и поэтому переместиться где-то на второе место в этом списке нормально, но и дешево нельзя сказать, что очень дешево. И на первом месте будет Панама, потому что там очень дорого, там намного дороже, чем в Аргентине или в Мексике. Продукты питания, несмотря на то, что ввозные товары там тоже пошлин нет и налогов нет, но почему-то все стоит дороже, потому что, скорее всего, потому что все везется из-за границы. Однозначно Панама будет дороже. С медициной дела обстоят следующим образом. В Аргентине медицина бесплатная, но испытывает трудности финансирования, то есть финансирование патологическое, хроническое, недофинансирование там. Но зато она бесплатная, либо даже если вы в платную клинику пойдете, это будет недорого. Это реально будет недорого. Прием к врачу сколько стоил? Давай нам напомни как раз наш. У нас прием к врачу и анализы обошлись где-то $50-60 в 2 дня. Да. $50-60 платная клиника. А в Панаме медицина платная, страховка обязательная. Здесь, в Мексике, есть бесплатная медицина, но очередь будете ждать. Платная медицина тоже лучше иметь страховку. Опять же, они разместятся, то есть на первом месте будет Аргентина, где лучше всего с медициной. Я не говорю про качество, я говорю про доступность скорее. Качество в Панаме будет, скорее всего, лучше из-за того, что страна богаче. Но там есть нюанс. Там врачами могут работать только местные, имейте в виду. То есть как в Дубае, где любой врач из любой страны может приехать и работать, там такого не получится. Соответственно, это накладывает, знаете, да, понимаете, свои моментики такие. В Мексике, опять же, может любой врач, конечно, работать, если его возьмут на работу, да, больница, если его наймет. Но здесь надо иметь страховку. Потому что без страховки будет дороговато. Не так дорого, как в США, в разы будет дешевле,
но тоже недешево. Следующий пункт у нас бытовой комфорт. Что бы это ни значило. Что мы под этим подразумеваем? Это доступность товаров, это легкость, там, допустим, записи куда-то, это открытость всяких там учреждений, да, каких-то предприятий и стоимость. В этом плане, конечно, наверное, Панама с Мексикой будут гораздо лучше, чем Аргентина. Если начать с Аргентины, то там, во-первых, культура очередей. Там везде, постоянно очереди. Вот, чтобы вы понимали, там может быть очередь в овощную лавку. Вот, до такой степени. Там очередь распечатать документ. Это нормально. Я один раз 25 минут простоял, просто чтобы документ распечатать. Работает все непонятно как. То есть работает с утра несколько часов и после обеда вечером после несколько часов. В середине дня многие магазины, лавки, они просто закрыты. Ну, то, что люди могут там опоздать, это само собой, это в порядке вещей. Доступность там всяких вот женской красоты тоже. Все это не очень сильно развито, качество оставляет желать лучшего, а обработка инструментов делается на тяп-ляп. Да, она вообще не делается. Ну, она вообще, да, не делается. Ну, как-то там она делается для вида, спиртником протрут, конечно, но тем не менее. То есть в комфорт жизни он, ну, такой. Я бы не сказал, что мне понравилось, потому что, ну, нужно постоянно вот подгадывать. Если ты, конечно, не работаешь и бездельник, то тогда да, ты можешь подождать. В воскресенье, понимаете, все закрыто, ничего не работает. Вообще. Панама, там все нормально, всегда все есть, но то же самое. Например, если вам что-то нужно, там кого-то попросить что-то перевести, там люди спокойно могут не приехать. Панамцы, как многие обзорщики говорят, они ленивые, не очень хотят работать, не очень ответственные. В этом плане тоже не всегда, если только услугу не предоставляет иностранец-экспат. Тогда, скорее всего, будет качественно и быстро. Здесь, в Мексике, что ты скажешь про Мексику? Плюс-минус тоже одинаково. Ты вспомни, как мы диван перевозили здесь. Да, здесь то же самое. Нам звонят и говорят: ой, давайте завтра. Просто вот, давайте завтра. Первый день он списал на дождь, потом просто на непогоду. В третий день сказал: ой, что-то нет, наверное, дождь пойдет опять. В итоге я ему сказал: нет, надо обязательно перевести, и он приехал. В итоге, ну, тоже такое, знаете, вот эта маньяна, она присутствует. Но это культурная особенность всей Латинской Америки, поэтому будьте к этому готовы. Не надо ни на кого орать, кричать. Тут это еще хуже сделаете. Есть такое. Просто имейте в виду, что к вам могут просто не приехать или опоздать. Вот такое вот есть. Но в целом, как будто бы мне здесь, конкретно у нас в Кинтана-Рoo, в Плае, больше нравится, как будто бы, ну, по крайней мере, очередей я не особо видел, только в госучреждения. Ну, это сам Бог велел, бюрократия. И все, наверное, да? Так, везде все хорошо. Ну, мы прожили 50-50. В Аргентине 3 месяца и здесь почти 3 месяца. После первого месяца жизни в Аргентине мы думали, куда дальше двигать. Да, было такое. И перейдем к легализации. Самая интересная тема для каждого из вас, наверное, будет легализация. Мексика. Здесь есть программы через инвестиции. Да, если у вас много денежек, вы можете купить, инвестировать и получить вид на жительство. Здесь вы можете получить вид на жительство через работу, которую вы можете найти. Не просто будет, но можете найти. Если не можете, есть люди, которые помогут. Также у вас здесь есть через пенсионера около $4000 понадобится на двоих по доходам. То есть, грубо говоря, у вас есть доходы, вы говорите: у меня есть деньги, я готов приехать, я буду жить и тратить, дайте мне вид на жительство, вам его выдадут. И на $4000 здесь можно охренительно жить. Да, на $4000, да, вполне себе вы вкусно проживете. Вот. ВНЖ вам дается сначала на год, потом еще на 3, и далее дается вам ПМЖ, то есть постоянный вид на жительство там навсегда, на пожизненно. То есть, соответственно, вы когда получите ПМЖ, через год вы можете подать на гражданство. 5 лет проживания легально по любому виду резиденции, да, по любому ВНЖ, ПМЖ, через 5 лет вы подаетесь на гражданство. Бюрократия там еще полгодика у вас займет, может даже чуть больше, и далее вы получите свой заветный паспорт, который вам даст доступ к 100
159, по-моему, странам, 153, по-моему, 156, точно не помню, в общем, много. То есть весь Евросоюз у вас без визы, Британия, там, Сингапур и Китай и все такое. И в США виза на 10 лет. В США, чтобы визу получить, вам нужно будет доказать связь с Мексикой. То есть у вас должна быть здесь работа, недвижимость и так далее, что вы не тот самый прыгун через забор, что вы вернетесь. Что касается Панамы, ну, смотрите, Панама, там хуже с этим. То есть там порог входа выше, там 270, да, по-моему, тысяч, 200 плюс, 200 около плюс 300, тысяч, да, около 300 нужно через инвестиции. Тоже около 4000, но уже на человека, нет, 3000 долларов на человека должен быть у вас постоянный доход, это вы как виза пенсионера у вас будет. И вам нужно будет еще, через работу тоже вы можете получить визу, но сложнее. В общем и целом тяжелее, чем в Мексике или Аргентине, намного тяжелее получить в Панаме, если у вас не море денег. Да? Если у вас много денег, понятно, везде легко. Что касается гражданства, тоже как будто бы через 5 лет, но в реальности, поговаривают знающие люди, это затягивается до 7 лет. То есть там бюрократия очень медленная, очень противная. Большой плюс в том, что вы можете пролететь, родить ребенка, и у него автоматически будет гражданство. Но это распространяется на все страны. Что в Аргентине ребенок по рождению получит, что в Мексике, что в Панаме. Это называется безусловное гражданство по рождению. Далее у нас что идет? У нас идет, значит, Аргентина. Как будто бы на бумаге Аргентина лучше всех. Гражданство там получаете через 2 года непрерывного проживания. Да, но есть один нюанс. Новый президент, который своими указами постоянно все меняет. То есть в законе написано одно, а есть дополнительные президентские указы. И если раньше можно было физически просто пробыть на территории Аргентины 2 года, то теперь эти 2 года нужно пробыть легально с резиденцией, то есть с каким-то видом на жительство, либо с какой-то, с видом на жительство, вот просто. Поэтому это все затягивается дольше, потому что получение самого вида на жительство занимает еще, там, в группах пишут, 6 месяцев, а то и 8, а то и 10 месяцев, да, занимает, до года может занять. И в этом случае ты не имеешь права даже выехать в отпуск куда-то. Ты выезжаешь, у тебя ВНЖ обнуляется. Тебе его придется делать заново. Пока вы ожидаете свое резидентство, вы не можете выезжать вообще. То есть если вы выехали в момент рассмотрения вашего кейса, да, вашего дела, то у вас оно сразу обнуляется. А далее, когда вы получили свое ВНЖ, как сказала Кристина, да, вы вообще не можете выезжать за пределы Аргентины. Если вы выезжаете, то срок, вот эти 2 года, срок он обнуляется и начинается вот с того момента. А жизнь у нас непростая, мало ли куда мы захотим. Да и потом, слушайте, Аргентина ведь вам не Мальдивы, да, там оттуда хочется куда-то в отпуск съездить, несмотря на то, что теплая страна считается на бумаге. Там бывает, знаете ли, до 5 градусов температура падает со всеми вытекающими. В некоторых регионах вообще даже снег идет. Поэтому, я, скажем так, не согласен с такой формулировкой, что в Аргентине легче всего получить гражданство. Наверное, все-таки сложностей хватает. Например, если говорить про Мексику, здесь вы можете, вы должны тоже прожить 5 лет на территории Мексики, но каждый год вы на 2 месяца можете куда-то выехать. То есть у вас нет, что вы выехали один шаг за границу и все у вас обнулилось. Такого здесь нет. Последнее, что я хочу сказать про климат, последний такой нюанс. Что у нас в Панаме? В Панаме лучший климат, там вечное лето, температура ниже 20 не опускается, выше 35 не поднимается. Там такой вот экваториальный климат. Немного, может быть, кому-то жарковато, но, опять же, это не Дубай, никаких 45, есть 35 максимум, минимум там около 20. В Мексике температура может опуститься иногда. Опять же, когда мы говорим Мексика, мы имеем в виду побережье полуострова Юкатан. То есть здесь всегда тепло, но температура зимой вот по ночам может до 15 опуститься. В целом все равно это хорошая погода, классная. И то это несколько дней за всю зиму. А так тоже не выше 35. Говорят, что бывает 35, но не часто. Аргентина – это климат, конечно,
со своими особенностями, имейте в виду, потому что там все кверх ногами. Когда во всем мире зима, там лето, в частности, вот сейчас там лето, жара, и климат, он более суровый, скажем так. Например, в Кордобе, в которой мы жили, там бывает до 40 летом. Тоже, опять же, не каждый день, будем честны, но случается до 40, чтобы вы понимали. Очень низкая влажность. Влажность может, мы сами лично видели, она опускалась до 17%. Это сверхсухой воздух. Если у вас есть какие-то, скажем так, со здоровьем нюансики, это будет для вас не очень весело. Зимой, когда во всем мире лето, там, соответственно, зима. То есть июнь, июль, август – это зима. И там температура легко уходит в 5 градусов, даже в 0. То есть до нуля может опускаться легко, и это бывает часто. То есть там 8 градусов, 10 градусов – это нормальная температура зимой. Поэтому климат не айс, здания все не заточены. Да, обогреватели, конечно, висят газовые открытого горения, но сами строения, они тонкие, то есть энергоэффективность низкая. Это, кстати, касается и Мексики, здесь тоже энергоэффективность невысокая у зданий, стены тонкие. Но из-за того, что климат более такой, знаете, сбалансированный и более ровный, это, ну, как-то окей. Для Аргентины, я считаю, это недопустимо, когда у вас на улице 5 градусов, это очень холодно, и в Буэнос-Айресе мы мерзли, вот постоянно мы мерзли. Там было холодно в отелях, там было холодно на улице, было холодно даже в ресторанах, то есть везде было холодно. А в Панаме, как я уже сказал, вечное лето, так что кондиционер ваш вечный спутник. Вот. Ну и напоследок, как я обещал, бонусная страна. Если все эти 3 страны не подходят вам по бюджету, есть самый быстрый, самый бюджетный вариант. Это Парагвай, неожиданно. Чем хорош Парагвай? Значит, гражданство там за 3 года, то есть 3 года надо прожить, чтобы получить гражданство. И стоимость жизни там самая низкая. Поговаривают, что можно прожить даже на $700 в месяц. Жить вы, скорее всего, будете в Асунсьоне, в столице. Моря у вас не будет. Климат у вас будет тропический, то есть такое хорошее лето, нормальное. Будет мошкара вас покусывать периодически. Комаров, да, там очень много. Там говорят, что надо прививки тоже делать от разных там всяких нюансиков. Но не так все страшно, не пугайтесь. Если у вас маленький бюджет, и если у вас есть обязательно доход, да, вы заработаете онлайн, либо у вас доход от аренды, но небольшой, да, с которым вы не проходите ни в Панаму, ни в Мексику, потому что в Мексике все-таки стоимость жизни так раза в 2 повыше будет, чем в Парагвае. Если вы не хотите морозить 5-ю точку в Аргентине, то тогда вам в Парагвай. Там вы однозначно легко получите вид на жительство и, скорее всего, если будете соблюдать все эти нормы, получите гражданство через 3 с маленьким хвостиком года. Важный момент – не стоит там ссориться с соседями, потому что гражданство дает судья, а ему нужны рекомендации от ваших соседей. Да. С соседями во всех странах Латинской Америки они шумные, самые шумные в Аргентине. У них в Аргентине вообще нету понятия тишины и нету уважения к чужому, так сказать, звуковому фону. То есть они могут шуметь круглосуточно. Это вот этот результат чрезмерного либертада, ла либертад. Вот. Так что Парагвай – это такая маленькая страна, она недалеко от Бразилии. Легализация легкая, медицина так себе, в случае чего в Бразилию вам нужно будет смотаться, она рядом через забор. В плане стоимости жизни самая низкая, безопасность, ну, она такая средненькая, то есть, да, там есть, могут что-то стащить, страна бедная, в целом безопасная, никаких картелей, убийц, там такого ничего нет, но из-за того, что страна бедная, ну, мелкие кражи, надо быть внимательным со своим, так сказать, имуществом. Примерно как на Шри-Ланке, да, там тоже, ну, могут что-то вытащить у вас из отеля, там, из квартиры, но в целом безопасно. Вот. Поэтому вот такой вам запасной аэродром, если вам все это не подходит, если или вы уже побывали во всех странах и решили, что это все не мое, и море вам не важно и не нужно, тогда вам в Асунсьон. Кстати, там есть озеро хорошее, в нем тоже можно плавать, купаться, так что есть вариантик. Вот. Спасибо всем за просмотр, пожалуйста, пишите в комментарии, я их все читаю и отвечаю, как, наверное, заметили, поэтому пишите,
будут вопросы или будут какие-то вопросы, которые нужно раскрыть пошире, я обязательно сниму видосик. Мы живем здесь вот в Мексике, побывали в разных странах, поэтому есть что рассказать на собственном опыте.